В 1974 году на западном побережье Сардинии фермеры вспахивали землю возле Монте-Прама. Плуг начал цеплять странные каменные фрагменты. Сначала это могло показаться обычной находкой. Кусок старой статуи, обломок колонны, остаток давно разрушенного места. На таком острове земля часто хранит следы прошлого, но здесь все пошло иначе. Фрагментов становилось все больше, и чем глубже копали, тем меньше это было похоже на случайность. Из земли доставали головы, руки, ноги, щиты, оружие, части туловищ и лица с круглыми глазами. Сначала десятки обломков, потом сотни, потом тысячи. В итоге археологи подняли 5178 каменных частей общим весом больше 9 тонн. Это уже была не одна разбитая статуя. Под полем лежал каменный комплекс, раздавленный временем на тысячи частей. Когда эти фрагменты начали собирать, стало понятно: из земли выходит не отдельный памятник, из земли выходит армия. Из обломков воссоздали около 44 фигур и моделей: лучников, воинов и 16 так называемых боксеров. Не атлетов в нашем понимании, а древних бойцов в тяжелой экипировке с массивными щитами. Рядом с ними высились макеты глухих башен-крепостей. Сами фигуры были высотой от 2 до 2,5 метров. 2,5 метра – это не чуть выше человека. Это рост, при котором взрослый мужчина едва достает изваянию до плеча. Такая фигура не просто стоит рядом, она давит ростом. Одна статуя могла весить около 300 килограммов. А теперь представьте не одну фигуру, а целый ряд. Головы с круглыми глазами, щиты, торсы, оружие, ноги на квадратных основаниях. Это не маленькие культовые предметы, которые можно унести в руках. Это человеческие образы почти до потолка обычной комнаты. Но сильнее всего действуют глаза. Они не похожи на живой взгляд. Это концентрические круги, вырезанные на лице вместо зрачков. Из-за этого фигуры выглядят так, будто перед нами не портреты отдельных людей, а что-то более жесткое. Образ силы, который должен был пережить тех, кто его создал. Официально эти статуи связывают с нурагической цивилизацией Сардинии. Это могли быть герои, воины, предки, люди высокого статуса. Их делали больше обычного роста не потому, что обязательно копировали реальных великанов, а потому что память иногда специально увеличивает человека. Но на Сардинии у этой находки был любопытный фон. На острове уже существовали древние сооружения, которые местные давно называли гробницами гигантов. Для археолога это коллективные погребения бронзового века. Для человека, который слышит это название с детства, все звучит иначе. Гробница гиганта. А теперь рядом с такими гробницами из земли поднимают каменных воинов выше человека. В такие моменты легенды перестают выглядеть просто красивыми словами. Поле отдает тысячи фрагментов. Из них собирают каменную армию. Фигуры смотрят круглыми глазами. Где-то рядом стоят сооружения, которые уже называли гробницами гигантов задолго до раскопа. В отличие от Сардинии, в Баальбеке все холоднее. Там нет глаз, нет лиц, нет тел. В основании храма Юпитера в Ливане лежат блоки трилитона, 3 огромных прямоугольных камня, каждый примерно по 19 метров в длину. Если поставить такой блок вертикально, он был бы высотой примерно с 6-этажный дом. Но это не дом или башня, и не кусок скалы, оставшийся на месте. Это строительная деталь. Ее кто-то должен был вырезать, отделить, сдвинуть, доставить и поставить в кладку. Вес одной такой детали около 750-800 тонн. Можно сравнить это с 2 полностью загруженными Boeing 747. Только самолет хотя бы создан для движения. У него есть двигатели, колеса, полоса, расчет. А здесь цельный кусок известняка. Просто камень, который кто-то должен был заставить двигаться. И таких блоков в стене 3 подряд. Рядом с храмом есть еще более тяжелая деталь. Камень в карьере, известный как камень беременной женщины. Его вес оценивают примерно в 1000 тонн. Он выглядит не как заготовка для здания, а как часть самой земли, которую начали превращать в строительный элемент. И здесь логика строителей ломается о простой вопрос. Не как, а зачем? Можно было строить из меньших блоков, можно было разделить работу на части, можно было использовать камни, которые легче двигать, легче контролировать, легче заменить, если один треснет или застрянет. Но кто-то выбрал размер, где ошибка уже не исправляется руками. Если такой блок пошел не туда, перед тобой не строительная проблема. Перед тобой каменная гора весом в сотни тонн, которую нужно снова заставить слушаться.
Да, можно говорить о римской инженерии, о насыпях, катках, рычагах, точном расчете и о сотнях людей, которые работали вместе. Но именно здесь и возникает трещина между объяснением и ощущением, потому что объяснение требует представить не просто древних строителей. Вообразите сотни людей, которые без моторов и кранов синхронно двигают камень размером с небольшой дом по пути, подготовленному заранее. Команды, которые должны сработать одновременно, ошибку, которая может уничтожить месяцы или годы работы. Официальная наука раскладывает все по полочкам. Система рычагов, километры канатов и тысячи рабочих рук. Логически все сходится. Но когда ты стоишь у этой стены лицом к лицу с монолитом, сухие схемы из учебников стираются. Разум пасует перед этой массой. И в этот момент идея о строителях-гигантах перестает казаться глупой сказкой. Она становится единственным интуитивным объяснением, которое пытается выдать твой мозг. В начале 20 века в Неваде, примерно в 30 километрах от города Лавлок, из пещеры начали вывозить гуано. Рабочие снимали слои внутри пещеры и вместе с ними находили человеческие останки. Старые предметы, тканные вещи, сандалии. И через эти находки появились параллели с историей, которая уже существовала до раскопок. У северных паютов были рассказы о Ситека, враждебных существах, которых поздние пересказы часто описывали как красноволосых гигантов. По легенде, они жили возле древних озер и болот, воевали с местными племенами, а в конце были загнаны в пещеру. И теперь в этой же пещере действительно находили останки и вещи. Но сильнее всего в Лавлоке вызывает интерес не рассказ о костях, а сандалия. В популярных пересказах этой истории главный артефакт – плетеная сандалия длиной почти 38 сантиметров. Это размер обуви баскетболиста Шакила О'Нила. Археологи, конечно, сразу включают скепсис. Камыш и рогоз в сухой пещере за века деформируются и растягиваются. Да и остальные находки там были обычного размера. Но газетчикам 30-х годов было плевать на структуру волокон. Им нужна была сенсация, и маховик мифа уже закрутился. И эта сандалия превращает легенду во что-то имеющее под собой основание. Газетную заметку можно назвать преувеличением. Рассказ о Ситека можно списать на миф. Споры о найденных останках можно утопить в вопросах: кто видел, где видел, что именно видел, а обувь действует проще. Ты видишь размер и сам достраиваешь ногу, потом рост, потом плечи, потом существо, которое могло ходить по этой земле. Но у Лавлока есть неприятный нюанс, который заключается в том, что раскопки велись слишком хаотично. Первые находки вытаскивали не как музейные экспонаты, а почти как побочный материал при добыче гуано. Что-то могли потерять, что-то перепутать. Что-то осталось только в газетных пересказах. Поэтому Лавлок не дает точного ответа. Он оставляет странную связку. Старая легенда о гигантских врагах, пещерах, человеческие останки, ранние раскопки без нормальной фиксации и сандалия почти 38 сантиметров. Одной такой вещи недостаточно, чтобы закрыть вопрос. Но иногда одной вещи хватает, чтобы легенда перестала звучать просто как сказка. А вот ольмекские головы сначала кажутся понятнее, чем камни Баальбека. Там был безмолвный блок, здесь лицо, шлем, губы, нос, щеки, тяжелый взгляд, человеческие черты, которые сразу заставляют воспринимать камень не как материал, а как сущность. Самая крупная из ольмекских голов достигает примерно 3,5 метров. Это почти высота двухэтажного дома до перекрытия второго этажа. И это только голова, не статуя целиком или фигура на постаменте, а лицо, увеличенное до размера, при котором человек оказывается ниже подбородка. Вес отдельных голов доходил до 4 десятков тонн. 40 тонн камня – это почти небольшой железнодорожный вагон, только превращенный не в стену и не в плиту или колонну, а в человеческое лицо. И вопрос здесь не столько в том, почему головы большие, а в том, кто и как смог это сделать. Ольмеки жили в мире, где не было грузовиков, кранов, железной дороги и крупных тягловых животных, способных просто потащить такую массу. Базальт нужно было найти, отделить, сдвинуть, провести через влажную землю реки, заросли, неровный ландшафт, а потом обработать так, чтобы из камня появилось лицо с выражением, шлемом и индивидуальными чертами. Это не похоже на работу одного мастера у стены, это похоже на усилие целого мира, собранного вокруг одной глыбы. Можно сказать, это сделали люди, много людей.
с властью, расчетом, временем, веревками, деревом, водой и тяжелой работой. Но слово «люди» здесь звучит слишком буднично, слишком мелко для такой задачи. Потому что перед нами не просто древний портрет. Перед нами человеческое лицо, которое стало больше человека. Его нужно было вытесать из камня, перевести и поставить. И чем дольше думаешь не о готовой скульптуре, а о тех, кто ее создавал, тем сильнее меняется восприятие. Может быть, гигантами здесь называли бы не тех, кого изображали, а тех, кто смог заставить десятки тонн базальта принять человеческий облик. А вот альмекские головы говорят о силе, способной сделать из камня лицо такого размера, что воображение само достраивает к нему тело великана. Последнюю историю на сегодня можно назвать парадоксальной ошибкой в аптеке. В 30-х годах 20 века немецко-голландский палеонтолог Ральф фон Кёнигсвальд оказался в Гонконге и заметил в продаже так называемые кости дракона. В традиционной медицине так называли старые окаменелости, которые перемалывали и использовали как лекарственное сырье. Для большинства покупателей это были просто странные древние зубы. Для ученого след чего-то, что могло жить до нас. Среди этих драконьих костей Кёнигсвальд увидел огромные коренные зубы, настоящую окаменелость, которую можно было взять в руки, измерить и сравнить. И чем больше находили таких зубов и фрагментов челюстей, тем яснее становилось. Перед исследователями не человеческий великан, но существо, которое действительно было огромным. Гигантопитек. По современным оценкам, это мог быть крупнейший примат, который когда-либо жил на Земле, около 3 метров роста и примерно 200-300 килограммов массы. Существо высотой почти с баскетбольное кольцо и весом как 3-4 взрослых мужчины. К сожалению, в этой истории поражает не только размер, но и то, насколько мало от него осталось. Нет полного скелета, нет черепа, по которому можно спокойно восстановить лицо, нет длинных костей рук и ног, рядом с которыми человек сразу почувствовал бы его размер. Почти вся картина держится на зубах и нескольких челюстях. Реальный гигант прошлого вошел в науку не как музейный монстр в полный рост, а как набор огромных зубов, найденных среди костей дракона. Где-то в лесах Азии ходило существо, которое весило как спортивный мотоцикл, было выше любого человека на улице и исчезло так давно, что от него остались в основном зубы. И если зубы крупнейшего примата планеты сначала приняли за кости дракона и продавали в аптеках, сколько еще следов прошлого люди могли держать в руках, не понимая, что именно перед ними лежит. Древний мир действительно мог хранить формы жизни, рядом с которыми современный человек выглядел бы маленьким. Мы привыкли думать о древнем человеке, как о человеке нашего размера, только с более простыми инструментами. Но рядом с такими находками это ощущение начинает меняться. Кто-то должен был высекать каменных воинов выше человеческого роста. Кто-то должен был решаться на работу с блоками по 800 тонн. Кто-то оставил после себя легенды, в которые потом попала странная обувь, останки и пещера. Кто-то сделал человеческое лицо из десятков тонн базальта. А где-то в Азии действительно жили существа, которых позже можно было принять за драконов или великанов. Может быть, древние гиганты были не такими, как их рисуют мифы. Может быть, это были отдельные люди, племена, существа, работы и следы прошлого, которые обычный человек не мог представить. А может быть, мы сами наделяем прошлое чем-то большим, потому что хотим быть частью чего-то более сильного. И все же именно такие находки не дают закрыть вопрос до конца, потому что они оставляют редкое ощущение. Мир до нас мог быть больше, тяжелее, сильнее и страннее нашего. Какая из этих находок сильнее всего заставляет поверить в существование гигантов? Напишите в комментариях.